Привет, подписчики и гости моего канала. В этом видео решил обсудить достаточно противоречивую новость, связанную с расширением черноморского курорта Анапы. И, как заявляют подконтрольные властям СМИ, строительством новой Анапы. Сразу поясню, в чем противоречивость этой новости, а затем расскажу, что это такое будет. Так вот, люди, в частности, как я понимаю, непосредственно жители Анапы, разделились на два лагеря. Те, кто поддерживает это решение, и те, кто, соответственно, против. У тех и у других есть свои доводы в поддержку своей позиции. Те, кто не желает этого, утверждают, что строительство приведет к еще более сильному загрязнению моря, а также параличу транспортной системы города. Другая же группа горожан радуется, что в Анапу придут инвестиции, появятся новые рабочие места и приедет еще больше туристов, что увеличит их доходы. Свое же мнение я выскажу позже, а пока послушайте, что изначально власти нашей страны задумали. А этот проект курирует ни много ни мало вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Реализация проекта «Новая Анапа» начнется уже в этом году. Начнут строительство курорта в 35 километрах от самой Анапы, в районе станицы Благовещенской. В проект собираются вложить более 250 миллиардов рублей. Фактически на пустом месте собираются создать около 15 тысяч гостиничных номеров. Непосредственно Чернышенко уверяет, что Новая Анапа станет всероссийским круглогодичным курортом и позволит привлечь в Краснодарский край дополнительно 5 миллионов туристов в год. Например, в прошлом году Анапу посетило 3 миллиона туристов. Строительство еще не начато, но проект нового курорта уже вырос. Изначально заявлялось, что под Новую Анапу отведено 800 гектар. Теперь уже звучит цифра в 1600 гектар. Чернышенко в интервью отметил, что беспрецедентность проекта по масштабам он сравнивает с тем временем, когда создавались курорты Сочи. Власти же рассчитывают, что будущий курорт даст региону 25 тысяч новых рабочих мест. Кроме десятка гостиниц должны появиться зоны для отдыха, прогулок и занятия спортом. Кроме того, в планах по развитию туризма на этот год расширение программы софинансирования строительства модульных отелей. На данный момент более 1000 номеров в разных субъектах уже сданы в эксплуатацию и принимают гостей. В целом Минэкономразвития продолжит реализацию мероприятий нацпроекта «Туризм и индустрия». Проект предполагает увеличить число путешествий по стране к 2030 году до 140 миллионов за год. Для примера, в 2019 году было 65 миллионов. Также планируется создать около 5 миллионов новых рабочих мест и добиться экономического роста за счет развития туристической области. Но тут, как говорится, не мешки ворочать. Теперь выскажу свое мнение. В данном споре я придерживаюсь тех, кто положительно относится к такой идее. Звучит и выглядит она на картинках достаточно красиво. Но я никогда не забываю, при какой власти я сейчас живу. Достаточно вспомнить все лживые обещания чиновников по различным проектам. Примеров в интернете можно найти много. Свидетелем одной аферы был и я. Произошла она в моем родном городе Архангельске. Тогда обещали построить большой спортивный комплекс. Торжественно заложили капсулу с участием губернатора области Михальчука, который в итоге даже не продержался на своем губернаторском посту и был снят со скандалом. Также принимал участие в этой фикции тогдашний печально известный спикер Госдумы Грызлов, который когда-то заявил, что Дума не место для дискуссий. Да кто его теперь сейчас вообще помнит? В итоге, как вы понимаете, спортивный комплекс так и не построили. Или, например, взять многострадальный музыкальный район Краснодара. Там тоже вначале обещали большие горы и молочные реки. Но вышла в итоге натуральная катастрофа. Об этом на YouTube есть хороший ролик, который все и объясняет. Ссылку на него оставлю в описании к этому видео. Поэтому как-то так. Веры нет, что получится что-то хорошее в итоге. А идея-то неплохая. Напишите ваше мнение по поводу строительства Новой Анапы. Подписывайтесь обязательно на канал. Конечно, включите колокольчик, чтобы не пропустить следующие ролики. Всем удачи и пока!